И снова я рад приветствовать вас, друзья, с вами ваш технарь Виталий. И в этом видео небольшой скринкаст, туториал, урок. Кому как удобнее нравится называть такие видеоролики, по мне так просто видеоурок. Не будем ломать язык. Сегодня мы рассмотрим очередную полезную функцию в Autodesk Fusion 360. Сделаем это на примере деталей из прошлого видео. Речь пойдет о функции Mirror. Это зеркало, зеркалирование элементов. В прошлом выпуске один из подписчиков подсказал, что можно было применить данную функцию и сэкономить при этом время. Но есть некоторые моменты в ее применении, о которых нужно знать, иначе вот так просто таким новичкам, изучающим SAP, как я, не получится вот так сразу сходу взять и применить данную функцию. Итак, поехали. Подробно покажу, как ей пользоваться. Вкратце из прошлого видео о применении функции Pattern. Мы нарисовали вот такую деталюшку, это фиксатор ремня GT2 для 3D принтера, и применили паттерн для построения вот таких выступов для фиксации этого ремня. Как видите, у детали два паза, и данные выступы в них, так сказать, зеркально одинаковы. Если честно, я знал, что как-то можно их там скопировать, что ли, перенести, но знать все нереально. И вот Вадим Поляков подсказывает, типа, эй, чувак, применил бы опцию Mirror. Интересно, попробуем. То есть, что мы делали в прошлый раз? Мы сначала рисовали вот эти вот выступы на одной поверхности паза, затем повторяли все это на поверхности противоположной, да? Попробуем это отзеркалировать. Для этого, воспользовавшись таймлайном, мы вернемся в то состояние построения детали, в котором мы только начинали делать вот эти вот выступы для одной стороны паза. Итак, мы вернулись в то состояние, где у нас выступы готовы только на одной стороне. Давайте попробуем воспользоваться опцией Mirror. Вот она находится где? Create, Mirror. Вот она. Вызываем эту функцию. Далее выделяем все вот эти элементы. Зажав клавишу Ctrl, выделяем все 12 выступов. Далее выбираем Mirror Plane. После чего мы видим то, что у нас выделились направления плоскостей, которые нужно выбрать. В принципе, можно это выбрать и по поверхности детали, да? В этой плоскости нам нужно скопировать, выбираем ее, ОК. Вообще выскакивает ошибка, и ничего не получается. Идем в ошибку, смотрим. Бла-бла-бла, применение данной опции возможно только применение с телом, что-то типа того написано. Почему так выходит? Эта функция неприменима к элементам в модели, конкретно вот к этим выступам, да. Нам нужно сделать, чтобы это были отдельно тела или компоненты. Тогда, по идее, все должно получиться. Поэтому, что мы делаем? Удаляем полностью применение опции Pattern, удаляем опцию на таймлайне Extrude, то есть которой мы выдавили вот этот вот элемент скетча, удаляем его. Выделяем элемент, нарисованный отдельно в скетче, то есть мы готовили, чтобы сделать самый первый выступ, да? Делаем опцию Extrude, и уже при выдавливании выбираем мы новое тело. В прошлом видео мы делали опцию Join, то есть у нас объединялся вот этот элемент, он становился элементом тела. Добавлялись элементы на новом теле, а нам нужно добавить новое тело, на 7 мм его нужно выдавить, жмем ОК. И обратите внимание, здесь Fusion обратно меняет операцию на Joint, то есть соединение. То есть он добавит элемент в имеющееся тело. Меняем здесь на New Body. Я не мог понять, почему у меня тело остается одно. А Fusion иногда он как бы самовольничает, грубо говоря. Поэтому обращайте внимание на это. Когда вы ставите вот здесь расстояние, насколько нужно выдавить, обращайте внимание на опцию. Иногда ее нужно изменить. New Body, ОК. Проверяем, чтобы у нас появилось еще одно тело. Вот оно, наше тело появилось. То, что нам и нужно, да? Далее применяем опцию Pattern, как в прошлом видео. Давайте не будем тратить время. Я это затаймлапсю просто-напросто. Итак, вот они. Появились наши выступы. Обратите внимание, сколько появилось тел. И вот теперь, ребята, уже с этими телами мы можем воспользоваться опцией Mirror.
Копируем все эти выступы без основного тела. Идем в меню Create, Mirror. У нас уже выбраны наши объекты, 12 штук. Жмем Mirror Plane. Выбираем Mirror Plane. Плоскость необходимую нам, да, это будет вот эта плоскость. Видим, что у нас отзеркалировались эти 12 элементов. Жмем ОК. Далее выбираем их. Жмем M Modify и перемещаем куда нам нужно. Они остаются в этой плоскости, то есть их нужно только по одной оси сместить в нужном направлении. Ну, здесь мы уже на поверхность их просто-напросто ложим, на поверхность паза, которая нам нужна. Применяем. Вот они, наши 12 элементов. Мы просто-напросто их отзеркалировали. Теперь, ребят, на печать это все отправлять нельзя. Воспользуемся опцией Combine. Объединим все тела в одно тело. ОК. Смотрим, у нас появилось одно тело. Проверяем, чтобы у нас все было соединено, не было никаких щелей. То есть, как видите, да, щелей нет, все нормально. То есть, должно все отпечататься отлично. Итак, как видите, если при построении детали планируется применение операции Mirror, нужно делать элементы для зеркалирования отдельными телами. С отдельными элементами тело не получается. А время опция Mirror действительно экономит. Привыкайте ей пользоваться, это на самом деле удобно. А на этом у технаря все. Желаю всем удачи и пока.